Оп. И поставим ее по центру, друзья, чтобы ей легче было. Друзья, привет! Поводом сегодняшней встречи с вами я буду сегодня записывать видео, которое не характерно для моего канала. Я запишу сейчас это, да. Момент. Вот, кстати, вы можете посмотреть. Это картинка сейчас, которая идет с самой камеры. Сегодня будем делать распаковку, друзья. Вы знаете, что каналы даже небольшого размера теперь с новыми правилами YouTube могут теперь вести трансляции. И мой канал, несмотря на то, что он не имеет даже 500 подписчиков, я уже могу вести трансляции через мобильное устройство, телефоны или планшеты. Но не всегда это удобно. Плюс, если требуется что-то многооконной графикой, я пользуюсь OBS. OBS Studio, OBS Stream так называемый. Поэтому ноутбуки, которые даже Apple, встроенные веб-камеры, они очень посредственного качества. Вне зависимости, новые, там, старые. Это в силу того, что сами ноутбуки, камера расположена в этой части, где находится дисплей. Поэтому сюда физически невозможно поместить что-то энергоемкое. А матрицы камер хороших, вы знаете, что больших размеров, и плюс они очень сильно греются. Поэтому, несмотря на то, что производители уверяют, что там все хорошо, это не так. Так вот, в поиске, вы знаете, кто смотрит мои трансляции, качество видео достаточно посредственное было. Я решил озаботиться все-таки покупкой видеокамеры, говорю, веб-камеры. И, к удивлению, обнаружил так же, как в фотоаппаратах, когда когда-то я искал в 2013 году. Ну что, всем известны Nikon, Sony, GVC, Panasonic, Canon, Fuji, ну и по списку примерно все одинаковое. То есть я искал что-то принципиально другого уровня. Так я пришел к Foveon. Кто смотрит мой канал Foveon, еще знает, про что канал. В том числе. Так вот, друзья, замечательное время мы с вами живем, друзья. Поскольку алгоритмы предложения и алгоритмы продвижения и алгоритмы рекомендаций самые лучшие это на YouTube. Через несколько дней после того, как я усиленно перештудировал все камеры от китайских производителей, от совместных производителей, от Logitech того же самого, которым заполонен весь практически рынок, да, я всегда понимаю, что, ну, конечно, продвигать нужно продукцию, но я хотел всегда выйти за рамки, да, возможного и перейти что-то другое. Так вот, друзья, вот в этой коробке, которая шла и на таможне была месяц, наконец-таки это пришло. Если вам интересно, друзья, подписывайтесь, вы узнаете, что такого особенно и в чем связь космоса с фотографией. Ну и продолжим распаковку. Разорвем его. Вот, друзья, так это выглядит. Ничего не напоминает? Если вы сейчас зайдете со своего устройства в браузер Google, друзья, и откроете страничку дополнительную браузера, вы с удивлением обнаружите вот такой значок. Не обращали внимания никогда, но вот увидите. Представляю вам, друзья, продукт, который появился в 2021 году, хотя здесь написано, что это 2020 год. Это продукт двух компаний, которые имеют отношение непосредственно к науке и к космическому исследованию, к связи. Это Plantronics и Poly. Полностью это Polycom. Значит, компания сделана и зарегистрирована в Америке. И, соответственно, видите, коробка, переработка. Все черное, все простое. Что же внутри, друзья? Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри, видите, такая аккуратненькая коробочка. Сама камера сделана в двойной коробке из эко-картона. Все это очень-очень плотненько, никак это не повредится. Кроме самой камеры,
Ничего нет, друзья, никаких инструкций. Нет, вру. Есть инструкции, друзья. Быстрый старт. Poly Studio P5. Это моделька самой камеры. Здесь она нарисована. Ну и простые установочные, как это все подключать. Подключить к USB. Различные способы установки самого кронштейна. Углы направления, центровка. Все достаточно просто, даже без каких-то слов. Сама камера еще интересную конструкцию имеет, о которой мы поговорим в дальнейшем. Я это покажу вам. Итак, друзья, давайте все-таки разберемся, что же это за штуковина такая волшебная и почему она так меня впечатлила. С нижней части видите надпись Poly. Сама камера имеет необычную форму, которая мне напоминает космический корабль. Как минимум, да? Здесь вот такая вот защитная пленочка идет, которую нужно снять при первом использовании. И первое, что обращает ваше внимание, друзья, не будем мусорить, какая она статическая. Первое, что обращает внимание, это забота о безопасности от вашей и удобством, да? Камера закрыта стеклом защитным, оптическим. Но кроме этого всего прочего, камера имеет еще дополнительный так называемый поворотный механизм, который позволяет закрывать. Он сделан по принципу диафрагмы. Можно внимательно посмотреть, увидеть его, да? Вот он, щелчком закрывается. Внутри находится камера высокого разрешения, которая снимает в HD. Сразу могу сказать, поклонников 4К, 8К, 16К, это камера HD, поэтому она рассчитана на большой поток света, она не снимает в 4К, никаких ухищрений не требуется. Несмотря на это, размер ее оптики и размер самой камеры, вы видите, в несколько раз больше, чем самые-самые крупные 4К камеры, которые продаются на нашем рынке. Но это не самое главное, друзья. Самое главное находится вот в этой части. Корпус камеры имеет систему охлаждения. Вот такие интересные отверстия здесь, да. Я не встречал камер в категории, там, даже то, что в России продается 15 тысяч и больше, где есть какое-то серьезное охлаждение. На мои глаза это не попадалось, поэтому могу сказать, что в камере, которая работает долгое время, а эта камера сделана для того, чтобы можно было пользоваться ей в течение там часов многих, да, и даже суток, эти камеры используются в онлайн-трансляциях, в системах обучения. Компания Poly выпускает профессиональные продукты для проведения профессиональных презентаций. Ну, что мы об этом будем говорить? Давайте перейдем, собственно говоря, к чему, как это все работает. Но перед этим я хочу вам показать еще одну интересную штуковину. В нижней части вот здесь есть такая пимпочка, которая снимается. И внутри находится USB разъем, который позволяет туда подключить беспроводные модули, позволяющие камере работать, подключаться к устройствам без проводов с помощью USB. Кстати, почему-то в интернете писали, что эта штука обратно очень тяжело поставить, но в моем варианте это все очень легко вставляется и все фиксируется. Давайте перейдем, собственно говоря, к установке. Вот этот значок, друзья. Смотрите, видите? Похож он на Poly, да? Я думаю, что да. Камера откидная конструкция, плотно ходящая, без каких-то звуков и люфтов. Сзади находится специальный кронштейн, который позволяет эту камеру подключить. Ну и, собственно говоря, длинный кабель USB. Не настолько длинный, конечно же, чтобы его там куда-то утянуть очень далеко. Но обычно, даже если вы будете подключать его к телевизионному приемнику, что мы, кстати, не обязательно с вами сделаем, друзья, думаю, что это тоже все получится. Приятного цвета, такого серого кабель, который можно подключить USB разъем нашего ноутбука, да? Вот так. Ну и, собственно говоря, сама камера. Каким образом ее крепить? Так, что ли? Нет, друзья, конечно, нет. Крепится она вот следующим образом. Вот здесь такой крепеж и фиксатор, который вы... Положением фиксатора вы меняете положение самой камеры. Лампочка загорелась, если вы видите, вот зелененьким светом уже, да? Значит, камера уже где-то подключена. Давайте попробуем запустить сейчас OBS Studio. Я потом сделаю скрины. И, соответственно, посмотрим, что из этого выйдет.
OBS не будем. Видите, у меня появилась Poly Studio 5 Cam. Вот такая вот штука. Ух ты! Ну, я думаю, друзья, вообще никаких сомнений нет, что это за уровень качества, потому что даже здесь я ставлю пресет 1280 на 720, но можно поставить и полное разрешение Full HD, да. Я боюсь, что моя машинка просто не потянет, скорее всего. Но, тем не менее, можно попробовать запустить на весь экран. Сделаем на весь экран это все. Ну, вот только экран, да, только я. Устройство захвата здесь нужно будет тоже поменять. И мы сейчас поставим. Для сравнения, кстати, вы можете посмотреть встроенная камера, как работает. Да? Но она у меня заклеена. Сейчас давайте отклею. Я думаю, что даже без каких-то OBS будет понятно, что это за камера. Да? Ну вот обычная камера, которую я с вами снимаю. Она у меня сейчас стоит на разрешении 720, потому что больше она не дает. Вот такая камера. Ну и, собственно говоря, если выбрать поле, вот так это выглядит. Более того, я вам скажу, что один из ключевых моментов, почему эту камеру в том числе я захотел, это, во-первых, когда я стал изучать не только настройки, но и качество цветопередачи, не говоря уже про разрешение, да, о которых мы вернемся. Я сейчас поставлю 1080. А именно съемка при низкой освещенности. Я сейчас выключу свет. Вот смотрите, первый фонарь я выключил. Сейчас уберу вот это. Сохраните. Второй фонарь я выключу. Ну и давайте еще остальные фонари выключу. Какие у меня есть. Все! О. Остался один верхний свет. Оп. И поставим ее по центру, друзья, чтобы ей легче было. Таким вот образом. Заодно посмотрите, как это будет выглядеть. Так, что у меня стол тут трясется? Нет, трясущийся столов мне не надо. Что ж такое-то? Ну вот, друзья, вот так это выглядит. Я сейчас запущу запись. Посмотрим, что это будет. Сейчас света вообще никакого нет. Практически сейчас почти ночь. Я, честно говоря, даже не заходил в настройки самой камеры, потому что здесь есть большое количество настроек. Мы это сейчас с вами посмотрим. Давайте экран камеры запущу. И я попробую вам показать, что может вообще здесь быть. Не буду я все это тоскливо. Так, настройки. Что у нас тут есть? Давайте все-таки один свет я включу. Так. Основные. Угу. OBS у меня запущен. Здесь я есть. Так, а вот поле, по-моему, я не запустил. Угу. Ну хорошо, давайте зайдем на их официальный сайт, который, кстати, достаточно просто будет найти. PolyLens. Программа называется PolyLens. Но, насколько я помню, я ее удалил просто.
Да, моя машина тормозит зверски, конечно. Что еще мне понравилось, друзья? Значит, сама камера, когда вы проводите какие-то презентации, например, какие-то изучаете продукты, что-то обозреваете такое, какие-то устройства, может быть, она имеет быстросъемную часть, которая позволяет вам ее снять с пьедестала и использовать как обычную веб-камеру. То есть вы, наведя на объект, вы можете получать изображение. Камера, кстати, сейчас еле-еле тепленькая, поэтому вот так вот она. Сейчас она у меня, видите, в красном загоревшаяся, потому что я выключил. Ну и обратно точно так же ее вернуть. Все это на магните, соответственно, камера может поворачиваться из стороны в сторону. Если нужно показать какой-то другой предмет, вы можете это сделать. Угу. Вот так вот. Камера, кстати, сертифицирована под Zoom, использование в Zoom. Но это не все, она может работать и с другими системами. Поэтому оптика действительно о том, я о чем говорил. Есть и цифровой кратный зум, четырехкратный, но самое главное, конечно, само качество, собственно говоря, не только разрешение, но и великолепный микрофон, который стоит в камере, который позволяет вам все это в одном. Ну и адаптер, который позволяет ее сделать беспроводным. USB-A, стандартный, компания выпускает такую штуку. Ну и дальше, собственно говоря, сам софт, который позволяет работать, если вы хотите использовать в качестве софта оригинальный PolyLens, так называемый. Ну, это больше для людей, которые постоянно занимаются конференциями. Ну, а здесь внутреннее устройство самой камеры, которую я показываю. Здесь действительно модуль охлаждения, чип, который имеет радиатор, да. Все сделано грамотно, многоэтажно. Сам механизм трансформации и закрытия камеры, который достаточно комфортно позволяет вам чувствовать, если вы хотите открыть или закрыть, выключить камеру. Ну и здесь полностью все характеристики его. Частотная характеристика от 50 Гц до 16 кГц. Однонаправленный микрофон. Дальше совместимость, соответственно, Mac и любые приложения USB-C, управление, облако PolyLens или локально Windows или Mac. Настольное приложение PolyLens. Габаритные размеры. Встроенная шторка для конфиденциальности, регулируемый зажим для монитора. Ну, собственно говоря, встроенный так называемый штатив. Ну и светодиодный индикатор, который позволяет работать камера в каком режиме. Камера достаточно легкая, компактная. В принципе, все, что требуется для этого. Камеру начали продвигать в начале 2021 года. Это новый продукт, поэтому я вам рекомендую ознакомиться и попробовать, вероятно, попользоваться этим устройством. Вместе с Фуйонычем, друзья. А у нас сегодня Sony, видите? Sony тоже в темноте может снимать. Не показывала. Не смог разобраться, почему не показывала камера. Дело в том, что шторка, кроме того, что она закрывает, она еще, если не до конца открыл, вот я вроде открыл камеру, да, она открыта. На самом деле я не до конца ее повернул. Там есть еще механический включатель, который позволяет это все
дело выключить отдельно, да. И вот сейчас вы видите, это вот с ее камеры, да. Я могу выключить свет, который прямой. Посмотрите, что будет. Ну и, собственно говоря, вернуть ее на штатив, на магнитный, и развернуть уже так, как мне удобно. Камера действительно интересная. Я сейчас не буду вам подробно показывать настройки. Там большое количество настроек по цвету, по контрасту, по захвату, по регулировке автоматической фокусировки, которая достаточно корректно работает. Но с этим мы постепенно будем разбираться. Тем не менее, вот смотрите, сейчас включен единственный источник теплого освещения с температурой 2000 кельвинов. И, собственно говоря, он один. Я сейчас могу его выключить. Ну вот сейчас у нас темно, совершенно темно. И могу сказать, что в таких условиях, конечно, что-то сделать стрим с обычными камерами встроенными достаточно тяжело. Для этого... Запишу сейчас это, да. Момент. Вот, кстати, вы можете посмотреть. Это картинка сейчас, которая идет с самой камеры, без освещения. То есть я не знаю, насколько это темно, но чтобы вам показать, мы сейчас выберем с вами вот встроенную камеру, которая MacBook, да. Вот так это показывает MacBook. То есть, ну, смотреть на это без слез достаточно тяжело, я думаю, вы понимаете, о чем речь. Вот так это выглядит. Если тем более это растянуть на весь поток, то вы видите практически одни сплошные шумы. Ну и камеру, которая есть. Если же вы переключаетесь на камеру, это, конечно, современные камеры, даже по сравнению с камерами, которые выпускает компания Logitech, шаг вперед, поскольку это камера 2021 года, ну, я думаю, что ни у кого не возникнет ситуации, так же, как при, например, когда я выбирал дрон. Поколение, которое вышло в 2021 году, это совершенно другие матрицы, совершенно другой уровень. Поэтому, друзья, давайте дальше продолжим наш эксперимент. Я буду постепенно показывать вам возможности этой камеры. О, как видите, увеличил, да? А почему? Потому что разрешение огроменное. Я сейчас там уменьшил квадратик, да, ну вот сейчас могу переместить, показать вам, как показывает камера Full HD. Даже при таком освещении, да, котором практически нету, да, если же мы включим какое-то освещение еще дополнительно, ну, появится более качественная картинка. Ну вот, друзья, первоначально какой-то первый вариант, чтобы вам показать, что это за устройство. Понятно, что там много всяких интересных возможностей, но я думаю, что кто смотрит, поймет, о чем речь и почему я решил вот такой маленький космический корабль все-таки вам показать. Потому что, ну, действительно, он заслуживает какого-то внимания. И я думаю, что рано или поздно мы с вами разберем это в более подробном варианте и увидим уже какие-то его возможности этой камеры, насколько она себя покажет. Что она вообще покажет нам, да? Вот вездеход, моя конструкция здесь висит, да? Видите, даже в таком, практически там черно, ничего не видно, да? Но все равно здесь все видно. Камера достаточно хорошо фокусируется, настраивается, и думаю, что все у нас получится. Вот так вот. Так что, друзья, я надеюсь, что Новый год, 22-й, с новой камерой, с новой программой, и те люди, которые хотят делать эфиры, а эфиры, я напоминаю, сейчас открыли возможности делать людей, у которых нет 1000 подписчиков. Ну вот, 50 подписчиков, конечно, если у вас нет эфиров, но если у вас даже 50 подписчиков есть, вы можете уже проводить эфиры, стримы, если вы занимаетесь играми или стримами какими-то обучающимися, без разницы какими, но главное, что все в ваших руках, друзья, все в ваших руках. Запишу сейчас это, да. Момент, вот, кстати, вы можете посмотреть, это картинка сейчас, которая идет с самой камеры.